Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим булочки с маком из дрожжевого теста. Воздушное сдобное тесто и много-много мака. Что может быть вкусней? Булочки у меня будут разной формы, от самой простой до более интересной. Досмотрите видео до конца, я расскажу, как без особого труда получить вот такие интересные формы. А пока подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для сдобного теста мне понадобится 250 мл молока, 100 мл сметаны или ряженки, 2 яйца и 1 желток, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, пол чайной ложки соли, 6 г сухих дрожжей, пол чайной ложки ванилина, 600-650 г муки. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. В первую очередь делаю опару для теста. В мисочку наливаю примерно половину молока, оно должно быть теплым. Всыпаю все дрожжи. Добавляю столовую ложку сахара из общего количества. Добавляю примерно 1 столовую ложку муки. Муку тоже беру из общего количества. Муку предварительно нужно обязательно просеять. Хорошо все перемешиваю. Если остаются небольшие комочки, ничего страшного. Накрываю крышкой, можете затянуть пленкой и ставлю в выключенную духовку. Можно оставить просто на столе, главное, чтобы не было сквозняков. Когда опара поднялась шапочкой, вот такая она вся в пузырьках, значит дрожжи начали свою работу. Прошло примерно 15 минут. Если на данном этапе у вас ничего с опарой не происходит, значит дрожжи плохого качества и дальше нет смысла готовить тесто. Соединяю в чаше миксера яйца, желток, сахар, ванилин и соль. Взбиваю до посветления массы. Напоминаю, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это очень важное условие. Добавляю опару. Теперь в эту массу вливаю оставшееся молоко и сметану. Они тоже должны быть теплые. И немного перемешаю. Вместо сметаны в тесто можно добавить ряженку, такое же количество. Теперь примерно в 3 приема ввожу муку. После первой части добавленной муки меняю венчик на крюк. И дальше вымешиваю тесто. Всю муку я не добавляю, оставляю грамм 50-70, их при необходимости можно добавить позже. Тесто стало однородным, но оно еще совсем не готово, липнет к рукам. Сейчас в 3-4 приема буду добавлять мягкое сливочное масло. Добавляю первую часть и включаю миксер. Только после того, как масло полностью вмешалось, добавляю следующую часть. Когда все масло уже ввели в тесто, вымешиваем его еще минут 10-15. Конечно, можно замешивать тесто и вручную, только понадобится немного больше времени. Мое тесто хорошо вымешалось. Притрушу стол мукой, выкладываю его. Еще немного повымешиваю тесто руками. Оно очень мягкое, абсолютно не липнет к рукам. Смажу емкость растительным маслом без запаха, укладываю туда тесто, накрываю пищевой пленкой и отправляю подходить. Тесто должно увеличиться в объеме в 2,5-3 раза. А пока тесто подходит, займемся начинкой. Для начинки мне понадобится 300 грамм мака, 200 грамм сахара, 30 грамм сливочного масла, 30 грамм меда или джема, 2 белка. Сухой мак я заливаю водой, довожу до кипения и провариваю минут 5-7.
После этого воду сливаю, а мак промываю. Заливаю уже чистой водой и варю примерно 1 час. При этом время от времени снимаю пенку, которая образуется на поверхности. Через час откидываю мак на мелкое сито и даю воде стечь. Добавляю в мак сахар и перемешиваю. Чтобы начинка не высыпалась из готовой выпечки, мак нужно измельчить. Я буду это делать в блендере, можно перемолоть на мясорубке. Измельчаем до тех пор, пока мак не изменит свою структуру, он станет мельче и начнет выделяться молочко. Перекладываю мак в миску, добавляю мягкое сливочное масло и мед. Хорошо все вымешиваю и пока убираю мак в сторонку. Взбитый белок нужно будет добавить перед самым формированием булочек. Для чего это нужно, я расскажу в процессе приготовления. У меня на канале есть еще рецепт макового венка. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. И сейчас она видна у вас в верхнем правом углу экрана. Заходите, смотрите. Прошло примерно 2 часа. Вот так поднялось мое тесто. Оно очень нежное, очень воздушное и очень ароматное. Перекладываю его на стол, припыленный мукой, и разделю на 4 примерно равные части, так как у меня будет 4 разные формы булочек. Два кусочка я округляю и кладу под пленку. А эти 2 разделю на равные части. Один шарик теста делю на 6 частей. Сейчас я воспользуюсь весами. Вес каждой заготовки у меня получается около 55 граммов. Таких шариков я сделала 12. Убираю все под пленку минут на 10. А пока закончу готовить маковую начинку. Взбиваю белки до устойчивых пиков. Мака в начинку я всегда кладу много, и именно белок скрепляет мак и не дает маковой начинке рассыпаться. Получилась вот такая плотная белковая масса. Если я переверну стакан, она не выльется. Добавляю взбитые белки в мак и перемешиваю. Начинка тоже готова. Беру один большой кусочек теста. Раскатываю его в прямоугольный пласт. Толщина его примерно полсантиметра. Выкладываю начинку довольно толстым слоем и распределяю. Не дохожу до края, примерно 1,5 сантиметра. Аккуратно, но плотно сворачиваю рулет и защипываю край. Постарайтесь выровнять рулет, чтобы он был одинаковый по толщине. Перенесу его на доску, чтобы разрезать.
Из этого рулета я буду делать 6 булочек. Разрезаю рулет пополам. А затем каждую половинку разделю на 3 равные части. Кстати, можно воспользоваться капроновой нитью. Примерно намечаю равные кусочки. Завожу нитку под рулет и затягиваю. Вот так просто. Получается очень ровный и не смятый срез. Очень удобно, попробуйте. Каждый кусочек – это и есть наши будущие булочки. Просто перекладываю их на противень. Раскатываю второй кусочек теста, такой же прямоугольник, и также распределяю маковую начинку. Формирую такой же рулет и тоже разрезаю его на 6 равных частей. Только выпекать я их буду немного по-другому. Мы их поставим вот так, и получаются такие булочки-улитки. Я люблю, когда в булочках с маком видна начинка и ее много. Это очень вкусно. Вот две самые простые и самые распространенные формы маковых булочек. Накрываю булочки пленкой и дам им подойти минут 20, пока разогрею духовку до 200 градусов. Приступаю к другим. Здесь у меня осталось 12 шариков, и я сделаю еще 2 формы булочек. Беру одну заготовку и раскатываю. Делаю ее удлиненную. Не обязательно, чтобы форма была идеально ровной. Теперь ножом для пиццы делаю вот такие надрезы через примерно равные промежутки. Можно это делать и обычным ножом, но мне удобнее таким. Кладу на другой край ложку начинки. Накрываю тестом и немного придавливаю, чтобы закрыть начинку. Сворачиваю рулетик и придаю форму рогалика. Получается красиво, а делается просто. Таких булочек у меня тоже будет 6. Оставшиеся булочки я сделаю треугольной формы. Раскатываю круглую лепешку. Посередине круга от края к центру делаю надрез. И теперь справа от этого надреза делаю еще 5-6 надрезов, чтобы получились вот такие полоски. Вторую половинку полукруга я оставляю целой, а следующую отделяю вот таким надрезом под прямым углом к нарезанным полоскам. И далее тоже нарезаю полоски. Вот такая заготовка получилась. Кладу ложку маковой начинки, распределяю ее и накрываю по диагонали другой целой частью. Аккуратно придавливаю все края. Теперь, чередуя полоски, накрываю ими булку и закрепляю край. Вот такая плетеная булочка получилась. Необычно и тоже несложно.
Делаю остальные. Эти булочки у меня тоже готовы. Накрываю их пленкой и оставляю подходить. Первый противень у меня уже готов к выпеканию. К желткам добавляю пару ложек молока, перемешиваю, смажу булочки. Отправляю выпекаться в разогретую духовку при 200 градусах в режиме верхний и нижний нагрев на 25-30 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. Прошло 25 минут. Мои булочки готовы. Переложу их на решетку и дам полностью остыть. На втором противне булочки уже подошли. Смажу их яйцом и отправляю выпекаться. Прошло 25 минут, и эти булочки готовы. Переложу их на решетку. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 24 булочки с маком. Причем маковой начинки как раз хватило на все булочки и ничего не осталось. Разрежу одну булочку, потому что уже сил нет терпеть эти ароматы. Вот сколько начинки в середине. Булочки хорошо пропеклись и очень мягкие. Разломаю еще и плетеную. Здесь тоже достаточно мака. Сдобная выпечка, она особенная, а булочки с маком не сравнятся ни с чем. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.